Что ж, друзья, всем привет! Меня зовут Саша, вы на канале про Аргентину. И сегодня я вам расскажу про то, что нужно сделать до приезда сюда, некоторые лайфхаки. Покажу вам, что же можно купить за $10 здесь, в условиях кризиса, при том, что за последний год страна очень подорожала. И также покажу вам одно очень рыбное место, где можно очень вкусно поесть. Насчет бюджета не знаю, но и там есть бюджетные позиции. И расскажу вам про то, как же я здесь борюсь со стрессом, так как этот путь достаточно далекий, стрессовый, и именно бег помогает мне в том, чтобы я не поехала кукухой. И да, вам советую к каким-то таким вещам прибегать. Прибегать к бегу, да. Вот. Собственно, желаю всем приятного просмотра. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, если вам интересно о чем-то, чтобы я еще рассказала. И подписывайтесь. Это очень важно для меня. Это очень меня мотивирует. Спасибо за ваши просмотры. Так, проверим, что никого нет сзади меня. В общем, здесь все очень спортивные. Кстати, вот дом такой есть цветной. Кафешка там сзади меня классная. В общем, здесь очень все спортивные. Все выходят всегда. Если не в спортзалы идут, то идут в парк и занимаются. Прям в парке, то есть проводят разные там пилатес, йога, воркаут обычный. То есть прям крутые ребята. Мне очень нравится, что если даже там не хотят тратить деньги, например, на спортзал или куда-то далеко, чтобы не ходить, в парке рядом вышел, позанимался, и все, кайф. И всякие такие вот тут обычно на этих площадках занимаются сзади меня, вот здесь. Так. Ага. Это, кстати, бесплатное приложение от Adidas, которое позволяет следить мне за моим прогрессом. Мне очень нравится бегать под пальмами. Очень ветерно сегодня. Мне безумно нравится это на самом деле, потому что совсем не жарко. Мне нравится, когда такая пасмурная погода. Можно спокойно бегать. Здесь очень много зелени. Такой мини-парк. Ребята отдыхают, сидят. В общем, здесь очень комфортно. В плане бега, в плане каких-то велодорожек тоже есть там вдалеке. Вот, кстати, хотела показать, около парка вот прям проходит велодорожка. И тут чуть не сбил меня мужик. И тут, везде и часто есть такие велодорожки. Это очень удобно. Отдельные, чтобы не под колеса машин кидаться. Вот так. Солнышко выглянуло. Честно, бегать по жаре тяжеловато, потому что, 7 потов сойдет, пока ты бегаешь. Вышло солнце, конечно, сейчас будет сильно жарко. Но, да, это очень эффективно зато. То есть такие спортивные, да, надо соответствовать, а то лучше далече наелась, а фигуру-то надо поддержать. Вот, в общем, тут мне нравится такой вайб, легкий, релаксный, поэтому очень спокойно. Есть тут такие стойки с велосипедами. Тоже берете, если своего нет, и поезжаете на велодорожку. Так, я хотела показать, что же можно купить в Аргентине на $10. Сегодня мы идем в вердулерию. Это овощная и фруктовая точка, которой в городе много в разных районах. Цены, чтобы получить в долларах, нужно делить на 1200. Но я для удобства делю на 1000, потому что так удобнее. На самом деле $1 сейчас это 1200 песо. Вот у меня получилось 12 тысяч, что равно $10. А это то, что я закупила. Собственно, вот я пришла домой, это мой пакетик. Покупала просто то, на что приглянулся глаз. Это персики, 4 штучки, это черешня, сейчас как раз сезон. Далее помидоры. Помидоры, кстати, здесь, в принципе, так себе. Это картошка черная, папа негра, немытая. Это типа салата, листья айсберг. Морковка 3 штуки. Так, я уже убрала в холодильник зелень.
Это у нас, забываю постоянно, как трава это называется, не кинза, а базилик. Базилик. Что ж, я закупаюсь в районе не в Палермо, это на окраине Палермо, можно сказать. Да, proof, чек. Получается, почему? Потому что в Палермо и в центральных районах, где, в общем, много туристов, завышают ценники очень сильно, порой в 2 раза. Это вообще здесь нормальная история. Ну, опять же, от места к месту это все по-разному может быть. Вот, но я предпочитаю закупаться теперь в том месте, где закупаюсь, да. Не скажу, где. Сами поищите себе разные места. Тут их, в принципе, много. Главное, не нужно вот в самом центре, в пике, потому что там будут накрученные цены за, удобную точку. Если хотите переплачивать, для вас это не проблема, пожалуйста, типа as you wish. Это не проблема, собственно. Вот. Поэтому как-то так. Напишите, как вам цены, ожидали большего, ожидали меньшего, какие у вас, да, нынче расценки. Очень интересно посмотреть, так как Аргентина раньше была очень дешевой, но мы не знаем, что это такое. Если бы знали, мы бы сказали. Ладно, ну и жемчужина, конечно, этого выпуска. Это я вам расскажу одно место, где очень вкусные устрицы, мне очень понравились. Тут вообще эта кухня как-то не котируется, потому что я не то чтобы видела здесь много рыбных мест. Здесь есть места рыбной кухни, это перуанская кухня, но вообще здесь все по мясу. То есть здесь все жарят стейки, это у них, их национальное блюдо, вообще здесь самое лучшее мясо, самые лучшие стейки. По рыбе здесь почему-то нет, хотя тут, по идее, все равно океан близко, и я думала, здесь будет разнообразие дешевой рыбы, морепродуктов, морских гадов и всего остального, но нет. Я нахожу морских гадов в китайских магазинах. Заходите, там есть все что угодно. Обычно в китайском квартале очень много всего. Блюда, естественно, тоже там есть морские. Но именно устрицы я нашла только в одном месте, и они стоят 10 устриц стоит примерно по цене пасты. Поэтому, если вы любитель, то welcome. Надеюсь, после этого видео я смогу там также бронировать места и посещать. Хотя я не знаю, насколько люди любят устрицы и вообще едят. Для некоторых это какие-то слизь. Но, да, кому что. Все. Желаю приятного просмотра. Так, мы сейчас едем в ресторан с мужем, отмечать его день рождения, прошедший уже. Этот ресторан с морепродуктами. То есть, наконец-то мы здесь нашли морепродукты. Тут, на удивление, мало ресторанов с морепродуктами, хотя находится вроде, да, место у океана. Поэтому буду рассказывать, показывать. Мы уже там были раз, нам очень понравилось. Дам вам рекомендацию. Вот меню. Есть меню за 39 тысяч песо. В него включено главное блюдо, десерт, кофе, чай, вино, если вы вдвоем на двоих, и, соответственно, еще салат. Вот устрицы. 2 500 стоит обычная устрица, и 2 900 стоит устрица запеченная. Это вполне себе очень хорошие цены, поверьте мне. И пасты тут тоже есть по 17 тысяч, по 19. Поверьте мне, это очень хорошая цена. Мы много здесь, где были. Собственно, вот так они выглядят. Очень аппетитно. Патагонские устрицы, на мой вкус, достаточно неплохие. Я впервые пробовала именно патагонские, но это достаточно неплохо. Еще мне здесь понравился интерьер, белые скатерти, очень услужливые официанты, вид на Пуэрто-Мадейро и, конечно, на лодочке. Здесь очень уютно, очень приятно находиться. Также уличный музыкант играет. И очень хорошее обслуживание, поэтому всем очень сильно рекомендую посетить это место. Жаль, что мне не платят за рекламу, но место, правда, классное. Кстати, один из важных моментов здесь – это то, что здесь все в порядке с доставками. Когда мы ехали, я вообще, мало что знала про Аргентину, поэтому тут все нормально в плане
доставок, приложений, то есть скачиваете, за 15 минут вам все привезут, что хотите из магазина. Единственное, это не круглосуточно, по-моему, закрывается в среднем там 8-10 вечера эта доставка. То есть называется она Пипидосия, вы можете там заказать что угодно из ресторана, из магазинов, то есть это не проблема. Единственное, что иногда она требует паспорт, и наш паспорт не проходит. Короче, проходит только ДНИ аргентинский. Без паспорта вы можете заказывать только за наличку. То есть просто ставите наличку, он у вас не требует ни паспорт, ничего, только ваше ФИО, телефон и все. Вот. Собственно, симка здесь тоже оформляется очень просто. Просто приходите в Claro, оформляете, там, покупаете симку, это можно сделать прямо в офисе продаж, кладете себе деньги на счет, и дальше в приложении вы также можете себе пополнять, выбирать разные пакеты удобные и пополнять. Вот. То есть в целом никакой проблемы здесь с этим нет, поэтому да, это достаточно похоже все на то, как это работает и у нас. Так, ну что ж, спасибо всем вам за просмотр. Я надеюсь, было интересно, полезно. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь в комментариях, на все отвечу. Если хотите какие-то темы, чтобы я отдельно разобрала, тоже пишите. Собственно, всем спасибо за просмотр. Целую. Не забудьте подписаться на канал и всем удачных выходных.